Привет, с вами TrueCuber, и начнем, пожалуй, с этого. Те куберы, которые изучали метод Фридриха, наверняка замечали такую вещь, то что названия последних двух этапов очень схожи. Это OLL и PLL, а именно у них одинаковые последние две буквы. Если вы хоть чуть-чуть любознательны, вы наверняка знаете, что данная аббревиатура обозначает last layer, ну или на русском последний слой. O означает ориентация, а P означает перестановка. Ну а к чему я это? Я надеюсь, что вы знаете, что помимо методик OLL и PLL существует множество других, таких как ZBLL, COLL, ну или там OneLLL и так далее. Я надеюсь, вы понимаете, что это методики по сборке последнего слоя. Но я уверен, что никто из вас точно не сможет сказать, за что отвечает каждый из этих методик. Но благодаря именно этому видео вы будете спокойно разбираться во всех методиках сборки последнего слоя. На создание этого видео меня сподвиг пост в группе магазина CC Store о методиках сборки последнего слоя. Кстати, о самом магазине. На сегодняшний день, я думаю, как многие знают, это самый крупный магазин головоломок в России. Также не стоит забывать, что там самые низкие цены на любые головоломки. А если вы еще и любитель делать красивые фотки с кубами и выкладывать их в Инстаграм, то вам очень повезло. Если вы опубликуете фото или видео в Инстаграм с отметкой CC Store и хэштегом CC Store, то у вас появится возможность получить сертификат на 500 рублей в магазине CC Store. У каждого сейчас есть очень много шансов, так что рекомендую проучаствовать. Ну а тем временем можете перейти на сайт магазина CC Store и выбрать ту головоломку, которая именно вам по душе и по вкусу. И да, кстати, обязательно не забудьте с ней сделать фотку. Ладно, давайте к теме видоса. Для начала я хочу вам показать очень полезную и очень красивую схему по сборке двух последних этапов кубика Рубика. Это OLL и PLL. Кстати, правильнее ее даже назвать диаграмма Венна, но будем называть ее как хотим. Объясняю. CO или Corner Orientation – это ориентация углов. CP – Corner Permutation, соответственно, расстановка углов на свои места. EO – H-Orientation – ориентация ребер, EP или H-Permutation – расстановка ребер на свои места. Каждый овал обозначает выполнение определенных условий, которые были заданы выше. Например, OLL. В его зоне пересекаются ориентация углов и ориентация ребер. Следовательно, получается, что алгоритмы OLL ориентируют углы и ребра последнего слоя. А, например, OLL-CP тоже ориентирует ребра и углы, но еще и расставляет углы. Кстати, данную схему вы можете скачать по ссылочке в описании. Это что касается данной диаграммы. Ну а теперь давайте я подробно расскажу про каждую из методик сборки последнего слоя. Но если вы хотите посмотреть только про определенные методы, то загляните в описание или в закрепленный комментарий, там будут тайм-коды. Ну и начнем мы с всеми известного OLL. OLL или Orientation of the Last Layer – это ориентация последнего слоя, то есть углов и ребер. Название говорит само за себя, так что даже на нашу таблицу можно и не смотреть. Да, кстати, на экране появился пример алгоритма данной методики. Во всех последующих он тоже будет появляться, только в том случае, если есть выведенные алгоритмы. Всего существует 57 алгоритмов решения ситуации OLL. Также, как я думаю, многие знают, OLL входит в метод КФОП или Фридрих. Но и данная техника является самой популярной по ориентации последнего слоя. Зачастую после OLL следует PLL. PLL или Permutation of the Last Layer – это дословно пермутация последнего слоя. Если мы посмотрим на нашу картинку, то увидим, что PLL объединяет в себе CP и EP. То есть обе перестановки. Получается, PLL переставляет все углы и ребра последнего слоя. Всего существует 21 алгоритм, позволяющий решить PLL ситуации. Зачастую является заключительным этапом сборки. PLL очень важная методика, и она входит так же, как и OLL, в Фридрих. Недалеко отойдем от темы OLL и PLL и разберем, из чего же они состоят. Начнем с OLL. Сразу расскажу про целых два способа. Это OCLL и EOLL. Здесь также все примитивно. OCLL или Orientation Corners of the Last Layer ориентирует углы последнего слоя, а EOLL H Orientation of the Last Layer наоборот, то есть ребра. У OCLL 7 алгоритмов, а у EOLL всего 3. Ну и как я уже сказал ранее, эти два метода входят в один большой метод OLL. Ну и в основном эти методы применяют новички в новичковых методах всяких там чечневых, ну и
моем, например. Ну а теперь то же самое, только с PLL. PLL состоит из CPLL и EPLL. CPLL Corner Permutation of the Last Layer, перестановка углов последнего слоя, а EPLL H Permutation of the Last Layer, перестановка ребер последнего слоя. Замечаете логику? Это очень хорошо. У обоих этих методик по 4 алгоритма. Как я уже сказал, они входят в PLL, и как OCLL и EOLL используются только новичками. Да, кстати, EPLL еще вроде используется в ZZ или в Петрусе, я не помню точно. В большинстве случаев после изучения всего Фридриха люди, новички и не только, берутся за COLL. COLL – Corners of the Last Layer. Давайте посмотрим на схему. И посмотрев на нашу схему, мы замечаем, что круг CO и CP пересекаются в зоне COLL. Следовательно, данная методика занимается только углами, то есть ориентирует и переставляет именно их. В CLL всего 42 алгоритма. Теперь посмотрим в правую часть нашей диаграммы и найдем там ELL. Как вы поняли, он совмещает в себе EPLL и EOLL. Ну или иначе, Edges of the Last Layer. То есть он занимается только ребрами последнего слоя. Почти то же самое, что и CLL, только с ребрами. Его гораздо реже изучают, нежели COLL, но все всегда зависит от метода сборки. Всего существует 29 алгоритмов ELL. Кстати, это даже больше, чем PLL алгоритмов. В основном данный метод используют в слепой сборке, так как там он очень удобен. Далее у нас это OCELL. OCLL. Он содержит в себе два круга. Это CO и EP. То есть он ориентирует углы и расставляет ребра. OCLL или Orientation Corners Permutation Edges of the Last Layer. Данная методика применяется тогда, когда ребра уже ориентированы правильно, а после выполнения OCLL остается только расстановка углов. А сделать это можно, используя CPLL. Фух, надеюсь, вы не запутались с этими LL-ами. Продолжаем дальше. В этом способе у нас присутствует целых 40 алгоритмов, и в основном он применяется в методах ZZ и Petrus. Ну и параллельный ему метод CPEOLL. Данная методика отвечает за расстановку углов и ориентацию ребер. На самом деле он является экспериментальной методикой, так как алгоритмы у него очень неудобные и медленные. На данный момент выведено 15 алгоритмов. Это не так уж и много. Ну и подходим к одним из сильнейших методов. И начнем с OLL-CP. Данный метод часто путают с COLL, но это неправильно, ведь COLL является подгруппой этого метода OLL-CP. OLL-CP расшифровывается как Orientation of the Last Layer and Corner Permutation. Да, хороший английский. Посмотрев на схему, мы заметим, что в его секторе пересекаются сразу три эллипса. Это CP, CO и EO. OLL-CP это тот же самый OLL, но он еще расставляет и углы. Таким образом, после этого шага остается только EPLL, но цена его очень большая. В данном методе очень много алгоритмов. Это 331. Только несколько человек в мире знают полностью все эти алгоритмы. Как я уже сказал, зачастую куберы изучают COLL, это подгруппа OLL-CP. Также многие алгоритмы данной методики очень медленные, и поэтому OLL-CP не пользуется большой практикой. Далее у нас тоже необычный метод, это OLL-EP. OLL-EP, аббревиатура OLL-EP расшифровывается как Orientation of the Last Layer and H Permutation. По его названию и схеме ясно, что это противоположность OLL-CP. То есть он тоже действует как OLL, но при этом вместо углов он расставляет ребра. Но в чем же его особенность? Особенность в том, что еще никто не вывел ни один алгоритм данной методики. Ну а если и вывел, то он был слишком длинным, неудобным, медленным или много других разных причин. А именно поэтому вы можете сами попробовать вывести алгоритм данной методики. Ну а теперь один из самых известных методов — это ZBLL. Посмотрим на схему и увидим, что в зоне ZBLL пересекаются тоже три овала. Он представляет из себя расстановку последнего слоя и ориентацию углов. Принято его выполнять в том случае, когда ребра, то есть крест, собран на верхнем слое, ну или ребра ориентированы. То есть получается, вы, допустим, сделали F2L, вам сразу же выпал собранный крест, и вы за одну формулу можете полностью собрать кубик.
Звучит очень заманчиво, но, к сожалению, для того, чтобы решать данной методикой все ситуации, нужно выучить 493 алгоритма. Но при этом среди этих алгоритмов достаточно много полезных и удобных. Если хотите, могу сделать даже отдельное видео про это. Дайте знать об этом в комментах. Предпоследняя методика — это MBLL. Данный метод занимается ориентацией углов и ребер и расстановкой углов. Но и как метод OLL-EP, он есть только в теории. Потому что пока что люди не вывели ни один алгоритм, обеспечивающий решение OLL и CPLL одновременно. Но это и понятно, зачем что-то выводить, если уже есть ZBLL, более удобный и практичный. Ну и самый мощный, самый сильный метод — это OneLLL. Как мы можем заметить по схеме, он содержит в себе сразу все 4 параметра. То есть одной его формулой можно решить весь последний слой. Кстати, с английского это переводится как one look of the last layer, и если перевести это на наш язык, это решение последнего слоя за один алгоритм. Этот метод никто не использует на практике, так как там целых 3915 алгоритмов. И это еще только выведенные. Выучить их чисто даже теоретически никто не сможет. Но если даже сможет, то вряд ли у него получится их применять. Но если вы все-таки хотите попробовать, то можете перейти по ссылочке в описании. Там все материалы из этого видео будут. Но на самом деле их еще больше. И высчитать их точное количество можно по вот этой вот формуле. Вот где-то вот тут она, наверное, появится. Если хотите, я могу тоже посвятить отдельное видео OneLLL, потому что это очень интересный метод. И я считаю, что он стоит своего. Ну а мнение, делать мне или не делать, пишите в комментарии. Наш краткий экскурс в методы решения последнего слоя подошел к концу. Теперь вы точно стали экспертом в LL. Ну, если кто не понял last layer. Но если вы вдруг забыли какой-то из методов, то можете ориентироваться по тайм-кодам, которые в описании в закрепленном комментарии. Ну или можете просто использовать схему, которая тоже будет в описании. Кстати, в дальнейшем я планировал дополнить эту схему и добавить сюда еще F2L. Но все это будет зависеть от вас. Давайте так, если вы набираете здесь, ну, допустим, 500 лайков, если вы наберете, то я сделаю продолжение этого видео только еще с F2L. Но если вам было полезно это видео, то обязательно ставьте лайки, а если хотите видеть больше моих видео, то подписывайтесь на канал. Ну а с вами был, как всегда, я, Друг Убер. Всем пока и удачных сборок!